Главные новости этого дня. В турецком отеле на горнолыжном курорте произошел сильный пожар, который унес жизни более 60 человек. Еще 51 пострадал. По последним данным, среди постояльцев гостиницы были и жители Российской Федерации, в частности, две известные публичные личности – певица Алена Свиридова и сын актера Валерия Баринова. На данный момент Алена Свиридова считается пропавшей без вести, а сын Валерия Баринова погиб. Сотрудник комитета и известная актриса Мария Шукшина подала хороший пример всем представителям шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. Сын актрисы Макар Касаткин отправился в зону спецоперации. Уже спустя неделю после пребывания на спецоперации молодой человек получил медаль за отвагу. Мария Шукшина работает в пресс-службе комитета Никиты Михалкова. Сын известной российской актрисы Ольги Понизовой Никита Челядинов погиб сегодня утром в дорожно-транспортном происшествии в Подмосковье. ЧП произошло в 5 утра по местному времени. На одном из поворотов молодой человек не справился с управлением автомобиля, и его машина врезалась в заградительное ограждение, что в итоге и привело к трагедии. Большая потеря в мире российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром ушел из жизни заслуженный артист России, известный российский актер Вячеслав Югов. Артисту было 55 лет. Самые известные фильмы в исполнении данного актера – это «Холодное золото» и «Кончится лето». Причина смерти Вячеслава Югова – сердечная недостаточность. Накануне вечером в Италии, в городе Милане, арестовали и задержали сына известной певицы Полины Гагариной. Причина задержания – распространение запрещенных веществ. Молодого человека вместе с его девушкой задержали в собственном автомобиле, где они находились в состоянии алкогольного опьянения и, возможно, под действием запрещенных веществ. По закону данной страны сыну певицы Полины Гагариной может грозить до 5,5 лет лишения свободы. Бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» и российская певица Ольга Бузова подверглась ограблению прямо в свой день рождения. Накануне Ольга Бузова отмечала свой 39-й день рождения в одном из московских ресторанов. По данным следствия и работников ресторана, Ольга Бузова, находясь в женской комнате, оставила сумочку, в которой находилось 2 телефона, крупная финансовая сумма, более 15 тысяч долларов и банковские карты. Спустя несколько минут все это бесследно исчезло. Преступников по горячим следам задержать не удалось. День рождения Бузовой был омрачен. Спустя 4 месяца напряженной работы Центральный суд города Москвы принял справедливое, но жесткое решение в отношении сына известного фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской Александра Плющенко. Сына Евгения Плющенко направляют в колонию поселения под Самарой, в школу со специальным уклоном, где он будет находиться до совершеннолетия. Зрители с большим стажем могут помнить, что чрезвычайное событие произошло осенью прошлого года. Сын Евгения Плющенко из-за плохой оценки по истории лишил жизни свою учительницу, после чего был арестован и состоялось следственное расследование. На протяжении нескольких месяцев сын Евгения Плющенко находился под подпиской о невыезде и даже выступал на показательных соревнованиях. Однако, узнав об этом, Александр Бастрыкин вмешался в данное дело, и суд вынес справедливый приговор. К слову сказать, что помимо этого у семьи Евгения Плющенко был арестован собственный бизнес, а также арестованы финансовые счета. Евгений Плющенко выплатил семье погибшей учительницы материальный ущерб в размере 100 миллионов рублей. Большое несчастье произошло с известным эстрадным певцом Сергеем Пенкиным, который несколько недель назад сообщил о завершении музыкальной карьеры. Во время своих последних гастролей по России в городе Казани Сергею Пенкину стало нехорошо
прямо на музыкальной сцене. Артист потерял сознание и был доставлен в реанимацию. По данным прессы и лечащих врачей, Сергей Пенкин пережил остановку сердца и клиническую смерть. На данный момент состояние артиста тяжелое. Несколько дней назад в Москве прошли похороны известного артиста Сергея Бодрова-младшего, который совсем недавно пережил второе рождение. Зрители с большим стажем могут помнить, что Сергея Бодрова-младшего нашли еще летом 2024 года в результате спасательной операции, организованной Никитой Михалковым. Сергей Бодров-младший после счастливого нахождения долгое время страдал провалами в памяти и практически потерял речь. Артиста практически полностью смогли восстановить к нормальной жизни, однако неделю назад произошла трагедия. У Сергея Бодрова-младшего произошел сердечный приступ, и актер ушел из жизни, теперь уже навсегда. По словам лечащих врачей, главная причина трагедии, что Сергей Бодров не смог осознать, что находится в абсолютно другом мире и не смог привыкнуть к реалиям современной жизни. По-прежнему крайне тяжелым остается состояние здоровья близких Аллы Пугачевой, Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова, Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной. Молодые люди уже третий месяц то находятся в реанимации, то в состоянии комы. Лечащие врачи провели им 3 срочные операции, однако они не дали положительного результата. Как заявляет главный врач английской больницы Джонни Тем, где сейчас находятся Дэни Байсаров и Елизавета Галкина, вся надежда в данном случае на коллективную людскую молитву. Отметим, что Дэни Байсаров оказался в тяжелом состоянии после того, как у него произошла операция по пересадке почки. Он спас жизнь своей сестре, а Елизавета Галкина оказалась в тяжелом состоянии после нападения, которое произошло на дочь Аллы Пугачевой еще осенью прошлого года на Кипре. Сегодня свой день рождения отмечает известная советская и российская актриса Валентина Талызина. Валентине Талызиной исполняется 90 лет. Ну а буквально несколько минут назад в Москве завершились похороны дочери известного политического деятеля Сергея Лаврова Екатерины, которая трагически погибла, утонула в праздник Крещения. Все подробности траурного события в нашем следующем репортаже. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.